Каждый садовод мечтает не только о высокодекоративных, но и долгоцветущих растениях. К счастью, есть немало простых в уходе цветов, которые красиво и обильно цветут все лето до глубокой осени. К таким относится яркая, неприхотливая вербена. Если перед вами стоит задача, как на весь сезон украсить свой сад, придомовую зону, террасу или балкон, обратите внимание на этот роскошный цветок. Вербена цветет не только ярко, но и долго, с июня по октябрь, а в садах с мягким климатом по ноябрь. Это растение полюбили не только за многообразие кружевных красочных цветов, но и аромат. Интересно, что с вербеной связано немало поверий и легенд. Например, ее всегда почитали в христианской религии. Считалось, что там, где упали капли крови распятого на кресте Христа, в скором времени проросли цветы вербены. Еще издревле это растение использовали для лечения многих недугов и привлечения в дом здоровья и достатка. Высушенные пучки часто развешивали над входом в жилище, считая, что вербена способна отводить всяческое зло. Вы удивитесь, но эти цветы в древности наделяли сверхспособностями и даже мистикой. Люди верили, что они отпугивают ведьм и вампиров. В современном мире вербена в первую очередь считается декоративным и лекарственным растением. Селекционеры сумели вывести самые разные красивейшие сорта и гибриды. С помощью кустиков вербены можно легко украсить не только территорию сада, клумбы и цветники. Ее часто выращивают в контейнерах, высоких вазонах и подвесных кашпо. Вербена станет расти даже на вашем балконе. Для подвесных конструкций идеально подходят ампельные сорта. Вербена не только довольно простая в уходе, она очень удачно сочетается со многими разными декоративными и цветущими растениями. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания вербены. Большое спасибо вам за все ваши советы, комментарии и лайки. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Этот яркий цветок – отличный компаньон петуниям, калибраха, лобелии и другим цветущим культурам. Первые цветы вербены распускаются уже в конце весны, хотя сроки во многом зависят от посевов на рассаду или черенкования, а также региона произрастания. При несложном уходе, подкормках, своевременном поливе и светлом месторасположении вербена цветет весь теплый сезон до самых морозов. В роду вербеновых насчитывается около 200 видов. В садоводстве наибольшую ценность представляет вербена гибридная. На сегодняшний день в продаже можно найти самые разные расцветки этого растения. Причем можно приобрести как семена, так и готовую рассаду. Обычно молодые растения вербены в широком ассортименте выставляют на сезонную продажу крупные садовые супермаркеты. Ее также не проблема найти на весенних ярмарках и рынках. Этот цветок очень легко вырастить как из семян, так и вегетативным путем. Например, вы можете приобрести кустик вербены и размножить его методом черенкования. Такие цветы лишними не будут нигде. Вербена удачно смотрится как в цветниках, так и в контейнерах. Кустиками вербены можно украсить передний план клумбы, высадить ее на подпорную стенку или создать из них красивый, обильно цветущий бордюр. Уход за этим растением довольно простой. Чтобы продлить цветение и поддерживать цветник в декоративном виде, отцветшие соцветия необходимо своевременно удалять. Стоит отметить, что гибриды более выносливые к капризам погоды и не столь требовательны к частым подкормкам и поливам. Эти растения достаточно засухоустойчивые и даже выносят кратковременные заморозки. К грунту не требовательны, хотя предпочитают более питательный и рыхлый субстрат нейтральной реакции. Если вы хотите, чтобы вербена цвела обильно и долго, ее лучше высаживать на хорошо освещенных участках. Вербена – это светлолюбивый цветок. Причем ее яркие цветы не боятся солнца и не теряют своей красочности. А расцветок среди гибридных растений просто огромное разнообразие. Каких только окрасок не встретишь. Есть даже многоцветные сорта, когда на одном соцветии одновременно присутствуют разные оттенки. Цветы вербены не крупные, их диаметр составляет не более 7 см, но их большое количество, насыщенные тона и красивый ажурный вид смотрятся очень эффектно. Особо красиво вербена в массовой посадке и в компании с другими цветами. При несложном уходе она будет вас радовать до самых устойчивых осенних морозов. С приходом холодов здоровые кустики можно собрать в прохладное помещение на зимовку. Это вам даст возможность ближе к весне начеренковать молодые растения, чтобы не высевать вербену на рассаду.
Перед покупкой семян обращайте внимание на сроки годности. Старые плохо всходят. И характеристики растений. Сорта, предназначенные для ампельного и почвопокровного выращивания, имеют длинные и сильно ветвящиеся побеги. Можно подобрать кустики более компактных размеров для клумб и бордюров. К тому же есть устойчивые гибриды, которые обладают высокой стойкостью к грибковым заболеваниям. Также стоит иметь в виду, что многие гибриды размножаются исключительно вегетативным путем, то есть черенкованием. Собрать с них собственные семена и вырастить из них рассаду у вас не получится. Посевы вербены начинают в марте и апреле. Но я знаю цветоводов, которые приступают к посевам уже в январе. Такая рассада зацветает весной, но без хорошего освещения так рано сеять не стоит. Семена довольно мелкие, поэтому их в грунт не заглубляют, а лишь слегка припудривают тонким слоем песка или рыхлой землей. Для прорастания всходам нужен свет, оптимальная влажность и тепло. Пикировать рассаду в отдельной емкости можно уже через 5-6 недель от появления всходов. Имейте в виду, что для прорастания семенам нужен свет и температура в пределах 22-24 градусов. Затем всходы переставляют в более прохладные условия с температурой 16-18 градусов, чтобы они не вытягивались. При дальнейшем развитии молодых растений температурный режим постепенно опускают до 14-16 градусов. Если у вас нет подходящих условий для выращивания рассады, гораздо проще купить готовые растения и со временем их расчеренковать. Ампельные сорта необходимо прищипывать уже в самом раннем возрасте. Высаживать растения в открытый грунт можно с середины мая, в зависимости от региона выращивания. Обычно рассадные кустики зацветают в июне, но растения, выращенные вегетативным путем, начинают цвести гораздо раньше. Вербена не боится кратковременных морозов, поэтому ее цветы будут радовать вас по октябрь. При уходе за вербеной имейте в виду, что корневой ком не должен находиться в постоянном переувлажнении. От этого могут развиться грибковые инфекции. В жаркий и засушливый период кустики может атаковать паутинный клещ. Появление этого микроскопического вредителя гораздо проще предупредить профилактическими обработками и инсектоакарицидами. Для более обильного и продолжительного цветения кустики можно несколько раз за сезон подкормить. Используйте комплексные минеральные удобрения для цветущих культур. А вот азотом растения подкармливать не надо. От такого питания вербена станет наращивать свою зелень в убыток цветению. С помощью этих цветов можно удачно украсить не только сад, но зоны отдыха, террасу или балкон. Вербена довольно простая в уходе и будет радовать вас своим ярким видом все лето до глубокой осени. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.